Хорошо, Виктория. Я посчитаю от 3 до 1. Ты расслабишься и войдешь в эфирное пространство. 3, 2, 1. Виктория, ты в эфирном пространстве. Да. Что ты видишь? Вижу руку, которая протягивается из сектора магии. Она от локтя до руки как бы белая, а там как шарнир какой-то, и потом черная. И слышу капуцин. Угу. И тянется рукой, вот эта рука, как в сектор принятия решений. А вот здесь на уровне таки звучит головного мозга. Типа головного не в смысле голова, а в смысле главный. Ну, голова и Угу. есть глава, то есть главный. Вот. А там звучит Мавроди. И вот эти буквочки МММ как будто бы водрузились, как будто из кирпичей или с бетона сделаны. И вот так бум. Угу. Хорошо, Виктория. Отсоединись от этой ситуации. Мгм. На счет 3 найди в эфирном пространстве эфирное тело Маргариты. 1, 2, 3. Маргарита. И я ее вижу, и у нее считывается пленка, которая как шарик утягивает ее вот так ее свернула. Вот ноги стоят, и вот так. И утягивает сектор интерферентов. Угу. Считывается пленка. Пленка защиты от магии. Хорошо, Она Виктория. искусственная. Угу. Вот, мгм. Давай считаю эфирная ДНК. Маргарита, она ли это? А Маргарита стоит, вот у нее золотое свечение. Она такая огромная стоит, и от нее как будто бы такие, знаешь, как солнце светит, а у него есть такие протуберанцы, такие энергетические, а, они уходят от солнца, такие вспышки света отсоединяются. И вот точно так же языки такого оранжевого пламени отсоединяются от Маргариты. Их как будто бы ветром срывает, такой ветер сильный, который затягивает сектор интерферентов. А в секторе магии в это время так поднимается на платформе какая-то фигура черная, как будто бы как шахматная фигура, ферзь. Так. Хорошо, Виктория. Так, ты считала эфирная ДНК? Да, это Маргарита. Угу. Хорошо, спроси у нее разрешение потрудиться с ней для нее. Она разрешает, и вот так и сердце вынимает, так как будто бы, и показывает, говорит, что она отдала младенца. Спроси Сердце. спроси у Маргариты, что это за младенец. Она говорит, мой достаток. Угу. И показывает, как вот этот, ну почему-то его младенцем. Младенец, вот как младенец растет быстро и становится творцом. Вот это ее творчество, как бы оно, я вижу,
как оно развивается в эфирном пространстве. Вот как есть вот эта субличность человеческая, негативная, которая может взять контроль над человеком, или, как мы говорим, зомби, да, вот этот набор программ. И есть вот этот творческий потенциал, который исходит от человека, который как бы творит свою жизнь по конам живой вселенной. И это как такой, он считывается вспомогатель. Он энергетически похож на эгрегор. Он, М. сейчас я посмотрю, как это, почему. Мгм. Вот этот эфирный двойник, гипотетический, который она потеряла, или вспомогатель, помощник, да, Да. оно считывается так же, как разум, и я вижу, что он повернут вот так, и у него как будто бы много рук, и он вот так справа стоит, и как будто бы вот так защищает Маргариту, а руками весь тянется к свету Первотворца и оглядывается назад и смотрит, высматривает опасность. Мгм. Да. И она Интересно. снова говорит, что она потеряла ребенка. Мгм. Спроси Маргариты, когда это произошло? Я вижу у нее в руках какое-то событие. У нее в руках такие штучки. В эфирном плане ну, они так цокают, как будто бы какой-то пластик или что-то такое. Так цок-цок-цок. И она так чик-чик перебрала их. И потом раз, я вижу, смотрит на Луну. М. И звучит проклятие денег. Мгм. То есть это магический ритуал, который в эфирном пространстве считывается как проклятие денег. Я слышу проклятие младенца. Вот этого младенца, защитника, а также он считывается ограничитель от бед. Хм. То есть вот Так. эта духовная чистота, это и есть вот этот младенец. Это наше творчество, то, что мы творим. Вот как человек рождает ребенка, и этот ребенок на старости лет, например, заботится о родителях, да, то есть защита и все такое. То есть всегда так было, что дети – это как бы сила родителей. Это на М. физике. А в эфирном плане вот эта духовная чистота – это и есть сила, защита. И снова я слышу ограничитель от бед. Он как бы высматривает, считывает ам, с эфирного пространства. Я слышу долгоруких. Что это за долгорукий? Кто это? В секторе магии такой черный, как шар, осчитывается диск. Мгм. Он действительно как диск. Он круглый, но когда я смотрю, он просто как диск. А над ним сидит такая сущность, вот так вот в растопырку, как какая-то аморфная сущность и агрессивная. Она набросилась на меня, я ее кинула М. обратно. Мгм. Так, что это за сущность? Приказывай ей отвечать истину, что она, кто она такое. Считывается двойник Люцифера. А что значит этот двойник Люцифера? Он считывается защитник Мгм. эгрегоров мести. И почему-то идет масти тоже. Месть и масть. Мгм. А масть, как вот эти карты игральные.
и имеет отношение к ритуалам блудовства. То есть это колдовство, блудовство. И я вижу снова в руках у Маргариты вот эти цок-цок, эти штучки, и она как будто бы смотрит сквозь деньги на Луну. Мгм. Так. Что в этот момент происходит на эфирном плане с Маргаритой? Я вижу, как у нее из сердца отрывается пучок энергии, как она маленькая. То есть она взрослая, но как будто бы уменьшенная такая. Вот она отрывается, считывается Мгм. ее эфирный двойник. Рукой тянется в сектор Первотворца, к ее душе вот так тянется, но уходит. А вместо этой легкой божественной души из сектора интерферентов вот так идет, ух, ух, как будто бы тяжелые такие сапоги, и буквально в сердце через сектор магии. То есть она, получается, сама у себя в секторе магии находится, и там как будто бы она закопала что-то. Мгм. А я слышу серебряную нить. Серебро, серебряную нить, нить жизни. И я вижу этого младенца, так называемого, этого золотого человека. Мгм. О, этот защитник, он почему золото? А мне это пришло. Это считала с эфирного пространства, даже статью написала об этом. Надо будет Мгм. ее опубликовать. Что, ну, что золото, оно как бы нейтральное, да? И вот этот, да, короче, она потеряла там. Я вижу в секторе магии, она как бы потеряла нить. И я вижу, эта серебряная нить, она закручивается в такую спиральку. Вот там, где она закопала. Мгм. Такую спиральку, и на этой спирали, на этой ниточке такие, как шарики какие-то время от времени вот так распределены. Мгм. Я слышу магические воздействия. И к этим шарикам, это события из жизни, подключаются другие люди, другие события. То есть этот ритуал магический Мгм. привлекает. Он как по спирали времени вот так разворачивается и соединяется с какими-то людьми, которые тоже притягиваются, примагничиваются. Ну, как знаешь, принцип жертва всегда найдет своего агрессора. И там слышу Мавроди. Мгм. Так. А этот Мавроди, это кто? На физике он? Кто это Мавроди приказывает проявиться? Это эгрегор. Он вырастает вот из сектора интерферентов. Ам, А этот Мавроди, он считывается человек-эгрегор. Мгм. Так. Приказываем этому человеку отвечать, что он делает в пространстве Маргариты. Он говорит, что забирает ее дитя, Мгм. ее детскую восприимчивость. Ага. То есть доверие, доверчивость. То есть искренность, доверчивость — это, ну вот видишь, это характеристика божественной чистой души. Мгм. Вот, а они этим как раз и пользуются. Мгм. Он называет себя властелин космоса, этот эгрегор.
властелин Мгм. космоса. И я вижу, как он такой разворачивается, как огромная черная спираль. И в этой спирали тоже есть такие, я слышу, точки невозврата, как бусы. Но это все очень большое. Вот по сравнению. Оно как бы копирует то же самое, что произошло. Это спираль в пространстве Маргариты, но только очень в большом масштабе. И считывается, что модель невозврата. Мгм. А почему она так называется невозврат? Что это не... Сейчас я Как посмотрю. это механизм работает? Я вижу, что в этих загогулинах оно уплотнение такое, там оно вот так идет, космос, космические энергии, и они запутываются вместе и с живыми энергиями человеческой души. Я слышу с пристрастием, то есть вот эти энергии пристрастия. Мгм. Ну, желание быстро заработать деньги, это как раз тоже есть вот это пристрастие. Вот и оно соединяется вместе и уносит по этим эгрегориальным структурам, по этим спиралям вниз. И там такая ловушка считывается, открывается, закрывается, ловит. Я слышу божественные души. И там вижу, что находится вот эта Маргарита, которая смотрит, делает этот ритуал денежный. Мгм. То есть это, я слышу, модель психики. Так. Создается как новая модель психики. Мгм. Вот, потому что эта энергия, которая как бы уходит от нее, она же не отрывается, она ниточками, портальчиками связана с теми низковибрационными энергиями, куда она попала э, в космическом, более низком пространстве. Мгм. Вот, и получается, что эти серебряные нити жизни ее, с одной стороны, как бы связаны с душой, но с другой стороны, святое место пустым не бывает, то заходит как бы другая энергия вместо потерянной. И соединяясь, они получаются новый, я слышу, вид психики, Мгм. которая А вот, характеризуется как невозвратом. Невозврат. Высшие духовные сферы. Отказ от себя. Отказ, я слышу, трудиться над мгм. созданием себя человека. И вот этого своего эфирного близнеца. Вот, теперь понятно. Божественная душа, у нее миссия создать своего эфирного близнеца. То есть все мысли, дела, это или, как психологи называют это, личность человека, то есть то, что мы творим, как творцы на протяжении жизни, то у божественной души миссия создать по своему совершенному образцу этот, этого близнеца так называемого. А у дьявола, у Люцифера совсем другие планы. Он хочет создать по своему образцу. Вот. И запутываясь в этих отношениях, получается как точка невозврата. И точкой невозврата в ее случае как раз является этот магический ритуал привлечения денег. Мгм. Виктория, такой вопрос. Ты сказала, что она там с космическими энергиями смешивается. А вот эти космические энергии, какова их суть?
Это не космические энергии всего космоса, а это энергии только этого эгрегориальной структуры отбора энергии человеческих душ. Мгм. Вот это энергии этого монстра. Он считывается как глобальный монстр, космический монстр. Понятно. Это магический, это вселенная магическая, которая захватывает души и превращает другие миры тоже в магию. То есть вместо того, чтобы взращивать свой потенциал и дублировать свою божественную душу, человек затянут в эти ритуалы, ну, потому что попал в такой мир, и своим мышлением, своими действиями дублирует проекцию антимира Мгм. и уничтожает себя и продвигает по жизненных циклах вот эти темные души, вот эти темные структуры. И таким образом происходит вот этот как вселенский спор, потому что Люцифер, скажем так, он говорит, а люди сами хотят магичить, сами хотят это все, вот, и так дальше. Им это нравится. Мгм. И таким образом люди, которые вот занимаются этим, они как бы попадают и под власть смерти, потому что все несовершенное а, увенчивается смертью. Оно идет на разрушение. Вот это то, что невозврата. И еще другой аспект, почему невозврата, потому что по их логике они не могли предположить, что человек сможет как бы догадаться или что-то сделать, чтобы зайти в эфирное пространство и отменить эти, ну, вот я и слышу так, регрессии, то есть отменить на уровне неосознанном, потому что мы можем делать что-то и думать, что это хорошо, но на самом деле оно считывается на всех уровнях нашего бытия и имеет значение то, как оно обозначается на самом деле, на самом тонком уровне, на глобальном уровне. А на Мгм. глобальном уровне есть только два источника. Источник жизни, источник, ну или это даже не источник, а это как конец, как начало– это жизнь, а конец– это смерть, потому что там, а, я слышу, глобальное распределение. Мгм. Так, ну хорошо, Виктория, давай вернемся к этому первому ритуалу, когда Маргарита показывала те деньги на Луну. Э, Что было? Контракт, соглашение, на что Маргарита согласилась, когда делала это? Она, я слышу, получить доход ниоткуда. Мгм. Так, Из пропасти. понятно. Спроси Маргариту, сейчас она видит этот ритуал, к чему он привел. Да, она говорит, что она осознает. Мгм. Передай ей, что рационально ее хочет отменить все эти ритуалы, показывать деньги, соответственно, получать доход из пропасти. Пусть она изменит эти ситуации, откажется от этого. Вижу, как у нее вот эта рука, которая почернела от магии от этой, она отломалась, выкрутилась вот так, отломалась, а ее живая рука, такая сияющая, вырастает из этого, как будто бы из локтя отсюда.
А это вот черное отломалось и с такими корявыми пальцами вот уходит в сектор интерферентов. Мгм. И такие черные, как лоскуты энергии с нее слетают вот там в тот момент, когда она стояла и смотрела на Луну. И я вижу, как она одновременно одна стоит, смотрит на Луну, а другая как бы закапывает. Маргарита, идет как бы разделение вот по спине. Одна смотрит в одну сторону, а другая в противоположную. Одна смотрит на Луну, то есть физическое сознание, и делает ритуал в надежде получить доход. А на неосознанном уровне, то, что происходит на самом деле. И вот она, я вижу, где закопала эту свою серебряную нить. Она достает оно как часовой механизм. Я видела когда-то, по-моему. Оно такая пружинка там с такими кнопочками. И она достает это. А оно все ржавое, старое, в такой плесени. И как-то дребезжит, разваливается. И оттуда выходит, как в оранжевом свете, считывается из пропасти. Мгм. Выходит Маргарита, вот эта, которую она потеряла, вот эту. И вот на уровне, где подписание контрактов, она развязывает, как будто бы отпускает, развязывает такие нити и поднимается вверх. А Маргарита смотрит и говорит: «Дитя мое», называет эту часть своим детем. Мгм. И вдруг ее энергосфера сильно увеличилась от этого, от этой энергии, которая вошла. То есть она вот так вошла и сразу так шух, то есть вернулась к ней. И вижу, как этот шарик, который ее вот так нагибал, вот эта Ага. защита, так называемая, она разорвалась, Мгм. разрывается, Так. и кто-то стоит, вот этот, который стоял на платформе, вот этот капуцин, и смотрит, как она просто вырывается из такого огромного, как резервуара, а он стоит, уменьшается, а она увеличивается. А он смотрит вот так на нее сияющую Мгм. и уменьшается, и уходит. Вот Пусть этот свет приказывает какой-то. этому Фюррею, пусть Маргарита ему приказывает, чтобы он забирал все его уловки, крючки, эти ловушки. Когда она И вот увеличилась, мгм. то вот эта буква М, которая такая огромная стояла, как каменная, она вот так сильно уменьшилась и стала вот как будто бы перед ней. Вот так. Я слышу, снова идет вот эта нить черная, Мавроди, а Маргарита несет деньги, вкладывает. Я слышу в ничто. Мгм. Хорошо. Так, Маргарита рационально отказывается от этой ее вложения в этот ММР в Германии, и этот случай пусть она откажется изменить эти ситуации. Я вижу, что ей как будто бы кто-то звонит. Такой телефон, как раньше были телефоны. Мгм. Трубка большая. Ну, стационарный телефон. Так. И вижу ее руки. И она вот так, такие оранжевые руки золотистые положила, руку на руку. И говорит: «Я в этом не буду участвовать». И у нее вот так между пальцами, между вот этими, вырастает такое деревце.
Мгм. Хорошо. Пусть И приказывает. она с этого дерева, а это дерево вот так, и Мгм. она берет деньги с этого деревца и просто такую пачку положила себе как будто бы в карман. Мгм. Вот. И эта буквочка М рассыпается. И я ей передаю, что ее рациональная часть отказывается вкладывать деньги в любые проекты антимира и отказывается терять свои деньги. И вдруг она что-то поискала и нашла какую-то картину или зеркало. И как будто бы оно на стуле лежало, что ли. Опять какой-то стул. Так. И Что? она вот так взяла и вот так руками, как будто бы даже нагнулась в сектор магии. Кому-то говорит: посмотри, что ты натворила. Мгм. И показывает вот на сектор принятия решений. Так, это кто говорит? Посмотри, что ты натворила. Кто это? Это Маргарита говорит. Мгм. Какой-то женщине, которая смотрится в это зеркало. И она лысая. Так, кто эта У неё женщина? нет волос. Мгм. Вообще это не женщина. Сначала считалась женщина, а я сзади на нее смотрю. Я посмотрела, Мгм. это как серый, считывается биоробот. И говорит таким голосом роботизированным. Что-то говорит на каком-то языке другом. Так. Что это была ситуация, когда Маргарита с ней взаимодействовала? Она говорит аншлаг или аншлаг какой-то. Сейчас я М. спрошу, кто она Мгм. такая, как ее зовут. Мгм. Приказывает биоробот отвечать. Кто он на физике? Пусть представится. Мгм. Она вот так показывает и говорит: я одариваю ее своим вниманием и вижу, как от нее идет вот так рукой, как поведет, то образовалась такая, как будто пленка, вот эта, которая была у нее, ее Мгм. стягивала, только уже из сектора магии. И она такая, как желеобразная, такая тягучая. Говорит, что одаривает ее. Мгм. Так, какое ее имя? Пусть назовется, приказываю ей назвать ее имя. Она говорит: я Маргариты друг. Так, это Галина? Спроси у нее. Оно говорит: ты не знаешь моего имени. Спроси у Маргариты, что это за подруга такая. Сотрудница. Мгм. Это та, которая дарит подарки ей? Да, она ухаживает за она ухаживает. Мгм. Она обхаживает Маргариту, как, парень девушку, например. Мгм. Приказываю ей отвечать, зачем ей это нужно, обхаживание. Она показывает на тот момент, где Маргарита там лежала в том, эгрегоре была, и она говорит, что она потеряла себя. Я ее нашла. Говорит, нас Мгм. тут много. И показывает таких же серых сущностей, как она. И такая цепочка этих потерянных душ
А она как вот это, так и считывается зомби. Мгм. Хорошо, если хочешь, Маргарита, пусть она предъявит, что она расторгла контракт и никакого отношения к этому эгрегору не имеет. Пусть забирает. Да. Да, я ей передаю, что она нарушила законы живой вселенной, Мгм. и она находится в секторе магии по отношению к Маргарите. Пусть она посмотрит. И пусть забирает все ее воздействия. И Мгм. я вижу, что она как будто бы такие черные кнопки повтыкивала в пространство. Такие кнопки, а от этих кнопок уже в пространстве Маргариты внутри, как ниточки такие черные, как прошивка такая. Мгм. Я передаю ей, чтобы она немедленно это все забирала. И Маргарите говорю, чтобы Маргарита это приказывала. И я вижу, как она это забирает и сматывает удочки. Вот как леску наматывает, вот она так наматывает. Я ей передаю, чтобы на меня хотела набросить. Я ей тоже дала отпор. Приказываю ей забирать всю ее магию Мгм. Да, и пусть забирает. удаляться. Да, пусть И карму забирает за ее воздействие. передаю Маргарите, что Маргарита может сделать с ней все, что хочет, сжечь в ее пространстве, например, или что-то еще. Мгм. А Маргарита она говорит, что вытравить. И вижу, что она ее буквально вытравливает с ее пространства, вот как ядовитыми веществами какими-то. Мгм. Просто выедает с этих. Я ей передаю Маргарите, чтобы Маргарита... и я вижу, как вот эти протуберанцы Маргариты, вот эти потерянные энергетические сполохи, они возвращаются Мгм. и встают на место этих проколов. Хорошо. Пусть Маргарита очищает ее пространство и возвращает все, что принадлежит ей, ее потенциал со всех событий, где она теряла. Вижу, как Маргарита достает как полотенце такое длинное из сектора интерферентов, и оно потянулось в сектор первотворца такой дымкой, просто такой волной. Сейчас я посмотрю, что это. Считывается освобождение жизненного пути. Мгм. Хорошо. И там как бы дверь такая между пространствами. И там, куда эта энергия приплыла вот вверх, образовалось такое, как дерево. Сейчас я посмотрю. Мгм. Шар. Посмотришь. Мгм. Что это такое? Считывается древо цельности, древо познания добра. Мгм. То есть запретный плод это символизирует как раз получение чего-то магическим путем. Получение знаний таинственных, обрести что-то, не прикладывая своих божественных усилий. Это как раз и есть вот этот символический знак. Мгм. Ну, это магия, вот это и есть Да. показанный денег. Мгм. Хорошо, Виктория. Очищаем пространство, отсоединяемся от этих эгрегоров, поднимаемся Да. вверх. Мгм. Посмотри, спроси у Маргариты, убрала ли она это причины жара в спине, есть ли там какие-то еще чужеродные энергии. Она поворачивается и показывает, что там какая-то как плита и тянется в сектор магии. Мгм.
И говорит, она хлопнула меня по плечам. Мгм. Кто это в секторе магии находится, приказываю проявить согласно физической ДНК. Какой-то черный портал, и идет оттуда, что она закрыта от человеческих глаз. Мгм. Так, кто это такая? Приказываю убрать иллюзии, убрать защиты на снятие магии и колдовства. Отвечать, кто она такая. Она говорит, что ее защищают демоны. Мгм. Так, по канону императворца она обязана назваться, кто она такая. Это правило для всех. Приказываю ей назваться. Имя не идет, но я вижу лицо, я ее видела, вот этот момент, это Кристина. Мгм. Просто вот эта картинка, как когда-то мы с Надей делали сеанс, и она так включила э, экран, и это у них был вечер, свет такой странный горел, они где-то в подвале были с мужем и рассказывали, как эти полтергейсты, они срочно заказали сеанс, потому что они там, эти демоны просто летали у них по дому, стучали, швыряли, Мгм. все. И я вижу, что у нее вот это считывается космическая защита, так называемая. Мгм. Вот такой черный, как защита такая, типа, вот, Мгм. эгрегориальная. То есть эгрегоры дают некоторую защиту на некоторое время, а потом первыми же съедают тех, кого типа защищают. Мгм. Да, хорошо. Мы ее видим и приказываем ей отвечать, что она делает в пространстве Маргариты. Вот я вижу у нее как шарик такой сияющий. И она говорит, что Маргарита отдала ей душу. И Мгм. говорит, младенца. И Так. говорит, что я ее подстригла. Она говорит, что она ее подстригла. Говорит под Мгм. ноль. И показывает такую же лысую голову, как оно считывается зомби, как у этой Галины было. Мгм. Так. А вот эта плита, которая находится у Маргариты, как это связано? Какая плита? Вначале ты сказала, что у нее плита, видимо, где у нее горело на спине, жар со спины. Потому что я М. сейчас как бы Мгм. в этом секторе, где там какая-то это плита, она как ладонь такая большая, как будто бы хлопнула. Мгм. И так вот хлопнула, и так осталась. Чуть-чуть отошла от спины, Мгм. и осталась такая черная. Считывается спиритизм, духовное насилие. Мгм. Давай, Виктория, посмотрим, когда эта плита появилась в пространстве Маргариты, что было на физике с Маргаритой. М. Я вижу, как Маргарита что-то одевает себе как будто бы на голову, как корону какую-то, и какие-то сущности просто вылезают из портала, из сектора магии. А там я Мону вижу.
Ее вот этот говорит она так языком. И считывается спиритизм, вызывание духов, духовное насилие, духовный блуд. Сейчас я посмотрю, где в этот момент была Маргарита. Посмотри, Маргарита. Виктория. Я вижу, что в этот момент вызывания духов Маргарита выглядела, как будто бы она стоит на четвереньках, вот где мне идет Мона и Павел. Я не знаю, Маргарита, может, делала сеанс у них? Почему-то Павел идет. Я вижу его лицо. И я вижу, как Мона такой черной ногой вот как по попе бьет Маргариту. Так, а где находилась Маргарита в это время? Она у себя дома находилась. И я вижу, как на нее буквально напали эти духи, как животные разные, и как какие-то ящерицы. И они все как будто бы облепливают ее, лезут. И считывается спиритизм, вызывание духов, колдовство. И в этот момент вижу, где вот образовывается вот этот имплант, третий глаз, черный. Это как раз и есть не... это имплант не прозрения, а считывание эфирного проникновения внутрь. То есть это третий глаз, это орган, не помогающий ясновидению, а наоборот, ну, ясновидению помогает только для темных, чтобы они ясно видели, что там творится в пространстве человека и где эти нити сознания, ведущие к пропасти, я так и слышу. То есть я вижу, что в этот момент она занималась вызыванием духов-помощников. Так, Маргарита Что считывается как спиритизм. Виктория, Маргарита отказывалась от этих всех вызываний духов, где остался за крючок и зацепка, почему это в ее пространстве до сих пор находится? Оно находится, оно никуда не девается никогда. Просто человек берет над этим контроль. Сейчас она прочитала, то есть, ну, как бы подготовила другие аспекты, потому что они созрели, да, и оно все уходит, оно остается прописано, то есть все мысли наши, все дела, они все остаются, они никуда не деваются. Только человек берет над ними контроль, берет опыт. Но если он теряет контроль, то эти программы опять начинают контролировать. Вот. Оно просто потянулось, мы за эту нить потянули, она прочитала эти аспекты. И, то есть это не касается, что оно есть в ее пространстве. Это не какие-то, я не знаю, там веревки или что-то кто-то набросил. Это информация, которая вот считывается вот так. Она спросила, я смотрю, то есть это вот эти нити сознания, что на что притянулось. Как работает мозг, все знают, это не секрет. То есть эти синапсы и так дальше, куда бегут, как связываются друг с другом, похожие к похожему и так дальше. То есть по своим местам мозг всегда раскладывает по типу энергии. Он раскладывает как бы в ящички по логике по своей. То есть там есть у мозга своя логика.
Вот, магия к магии, чистота к чистоте и так дальше. И поэтому образуются вот такие, а, я слышу, субъекты поведения, да, то есть получается, что это все есть в пространстве. Мгм. Так. Потому что механизм был заложен еще раньше, и поэтому оно как бы не исчезает. Мы же можем вспомнить в любой момент эти ситуации. Если мы можем вспомнить, значит оно есть. Ясно. Так, Виктория, вот эта Кристина, которая находится, ты говорила, по-моему, в секторе магии. Да, она говорит, что она сделала Маргариту лысой. Говорит, Как- зомби, зомбированный. Приказывай ей отвечать, каким образом она это сделала. Она говорит, она сама хотела. Говорит, она сама хотела узнать о себе ложь. Мгм. И радуется, что она ее зомбировала. То есть эти духи. Потому что Кристина, она одержима. Она была одержимой, но у нее был шанс как бы стать, взять контроль над Освободиться. своими же Мгм. демонами. Но она пошла по демоническому пути. Мгм. И людей буквально считывается, кастрирует. Мгм. Сейчас спросим Маргариты, видит ли она, что это Кристина находится в ее пространстве, и э, то, что она хотела узнать, ложь, это событие. Она говорит, я знаю, и показывает, как у нее в ушах такие, как беруши, знаешь, только с такими черными проводами тянутся к этой Кристине. Мгм. И говорит, я узнала о себе ложь. Много лжи. Мгм. Спросим Маргариты, хочет ли она отказаться узнавать ей ложь. Маргарита снимает вот этих демонов, которые нападают на нее, вот так вот, за шкирку, и говорит, это не мое. То есть я вижу, что эти духи от этой Кристины во время этого гипноза регрессивного, так называемого, Мгм. они как передались Маргарите. Пусть Маргарита приказывает этой Кристине убрать ложь, и вот этот весь гипноз пусть забирает, применяет на ней же. Она забирает, и я вижу, что уходит вот этот имплант. Оно, знаешь, там, где третий глаз, только такой черный, как печать. Мгм. Вот, как большая монета такая черная. И оно уходит, вытаскивает. Маргарита, это все. Там целая цепь этих всех соединений, как будто бы шнуры такие. И они все такие живые, фу, как какие-то пиявки, энергии такие. Мгм. Слизь такая черная. Я передаю Маргарите, чтобы она очистила все ее пространство, отказалась от вызывания этих духов-помощников, монстров этих всех, и очищала ее пространство от всех чужеродных энергий. Я вижу, она берет такой замок в руки, Мгм. и такой амбарный замок. И на этом замке много-много глаз. Он как живой. И эти глаза, как у таких, есть такие ящерицы, глаза такие на выкате и так поворачиваются. И Маргарита берет этот замок и вот этот разворачивает, где оно закрыто было. Разворачивает, то есть раскрывает этот замок. Мгм.
Хорошо. И Маргарита говорит таким голосом, сказала, что она с педантичной четкостью, говорит, и легкостью отказалась принимать участие, говорит, в деревенских обрядах. Мгм. И я вижу, как она этой Кристине эти черные, как пиявки, вот эти энергии такие, все так и ногой так раз посунула. И с ее ноги, как такой, как накладка такая черная, ушла. И энергосфера у Маргариты сразу стала такая прочная, она поднимается вверх. Я ей передаю, чтобы она убрала эти... Оно считывается приливы. Вот это М. жар. Это Мгм. гормональный сбой гормона. И чтобы она убрала все импланты и психосоматические причины ее сбоя Мгм. гормонального, чтобы она сейчас очистила все пространство от магии, насилия, от занятия магией и от всех этих регрессивных гипнозов с этими одержимыми. Мгм. Вот. И она говорит, она как будто бы выходит из какой-то челюсти и говорит, что она знает правду о себе. Мгм. И такая-то оранжевая, такая ядовитая какая-то челюсть уходит. Я передаю Маргарите, чтобы она сожгла все чужеродные энергии, отменила все эти ритуалы своего посвящения и забрала все ее частицы энергии со всех тех эгрегоров невозврата, потому что она возвратилась, она это смогла, Мгм. и пусть она восстанавливает своего, я слышу, золотого эфирного близнеца, то есть ее Мгм. живое творение. Я вижу, она такая стала легкая и поднимается вверх. Мгм. А это сейчас я его отслежу. Что же это, этот ребенок, этот эфирный близнец или двойник? Я передаю Маргарите, чтобы он считывается защитник. Сейчас его нужно рассмотреть. Я Мгм. такое первый раз вижу. Он имеет вид золота. Я передаю Маргарите, чтобы она это считала и приняла только то, что соответствует ее конам божественной души, рожденной по конам Первотворца. Она говорит отсутствие магии, что это ее естественная чистота. И я вижу, как это выглядит. Ну, я не знаю, как это объяснить. Как М. будто бы какой-то шприц, такая труба красная из сектора интерферентов. И из нее в сектор магии выдавился, как из тюбика, такое вот серое вещество, серое с черным, перемешку. Как будто бы М. вкраплены такие. Сейчас я посмотрю. Мгм. Что это за Это энергия? считывается союз с магией. Мгм. Оно Хорошо. считывается как антропологический генезис человеческой расы, соединенной с доисторическим, демоническим каким-то пафосом. То есть, Мгм. то есть человек, его сознание, оно другое, оно очень сильное сознание. А на подсознательном уровне энергии
могут соединяться и с демонами. И это Маргарита очистила, Мгм. и ее энергосфера засияла, считывается кристальной чистотой. Мгм. Отлично. Хорошо, Виктория. Отсоединись от остальных ситуаций. Да, я сотру сейчас это все, Мгм. отправляю на полную аннигиляцию. Так. Мгм. Мгм. Так, хорошо. Давай посмотрим, что это за сон. Она видела, где проявлялась красная рука до локтя с белой кистью. Что это было за... Оно звучит пафос, то есть демонический пафос. Мгм. Вот это и есть. Те воздействия какие-то были? Это нити сознания Люцифера. Это с одной стороны. С другой стороны, подсознание это показывает в виде снов. Это рефлексия. Мне так и идет рефлексия. То есть, другими словами, самопознание, самоосознание. То есть Мгм. ее подсознание как бы дает такие подсказки, что уже пора проработать, от чего отказаться. Потому Мгм. что подсознание дает вот эти озарения в данный момент, когда человек это готов принять безболезненно, осознать и проработать, когда у него уже другие сферы проработаны. Мгм. Хорошо. Если Маргарита хочет, пусть она эти сны сотрет или делает с ними все, что хочет, с теми энергиями. Она говорит, что она взяла во внимание. То есть она это не просто отмахнулась от этих снов, а она взяла это во внимание. И Мгм. вот на этом сеансе проработала. Отлично. Это связано вот с этим, ам, с Золотым. подвязкой к эгрегору А, денежному, да? мгм. Хорошо, Виктория. Тогда от этой ситуации тоже отсоединяйся, возвращайся к эфирному телу Маргариты. Мгм. Посмотри сейчас, как она выглядит. У нее такой энергосфера, такая огромная, и она в саре. Это одеяние? Да, у нее такая одежда, как какой-то накидка, считывается сари, как у Мгм. индусов. Вот. Посмотри, Виктория, что это за одеяние. Она говорит, я сама своя. Мгм. То есть это ее Показывает, энергия, да? Мгм. ну Что да, она это не показывает? четко видно платье, а просто так. Она Мгм. показывает на сектор Первого Творца и говорит, что она идет домой. Мгм. Хорошо. Спроси тогда у Маргариты, все ли мы сделали для нее на этом сеансе. Но мне интересно, конечно, как ее зовут. Она Спроси, не есть. говорит. Оно в переводе звучит ам, как сияние сапфира. А почему сапфир? Не знаю. Также она какой-то черный палец вот так у нее показывает, типа молчи. То есть считывается разгадка близко. Мгм. То есть есть еще что-то, что вот этот палец какой-то странный. Так, это
Сейчас Оно стоит? считывает, да, заблокированная память. Нет, оно еще заблокировано. Тянется в сектор интерферента. Вот туда уходит энергетически. Считывается как заблокированная память. Мгм. Так. Маргарита видит, что ее память заблокирована? Она посмотрела и видит вот такой шлейф, как стена потянулся в сектор интерферента. Она говорит, что она не может туда посмотреть сейчас. Мгм. Что-то она хочет? Также она говорит, что это недоступно ее пониманию. Мгм. А что нужно ей или рациональному для того, чтобы разобраться с этой ситуацией? Она делает. Мне так идет. Она делает. То есть она Мгм. идет своим ходом, своим Мгм. путем. Мгм. Ну хорошо, значит, это выйдет в свое время. Да, это как шаг за шагом постепенно. Нельзя перескакивать. Мгм. Хорошо, Виктория. Ну, добро. Тогда от этой ситуации отсоединись с этим пальцем. Да. Мгм. Да, он считывается, это энергия угрюмый. Мгм. Оно считывается как остаток. Этот палец посерел Мгм. и как бы отошел от нее. Вот так там сбоку стоит. Я передаю Маргарите, чтобы она взяла полный контроль над своим сознанием, подсознанием, над всеми ее эфирными телами, над ее душой. И сейчас она может продиагностировать свое состояние и установить ее цель. Это божественная чистота, возвращение к нам жизни, гармонии, процветания, истинного процветания, истинной гармонии, истинной жизни, к реальности. Потому что, как интересно, философы попридумывали разные теории, и они думают, говорят, что материальный мир – это и есть реальность. Да, материальный мир, он есть факты, это есть реальность. Но в нашей личности реальной является наша божественная душа. Мгм. И та реальность, которую она творит, это и есть реальность. А те программы, установки – это не реальность, это вот этот демонический пафос. То есть это та матрица, которую человек устраивает, плетет своими мыслями и так дальше, своими решениями, поступками. Я передаю Маргарите, чтобы она очистила все ее пространство от всего чужеродного и от своего всего творения, которое было не по законам живого Всесвіту. Пусть она очистит своего, я слышу, младенца, Мгм. свой творческий потенциал и своего младенца, пусть будет младенец, очистит его от пафоса чужеродного, от магии, гипноза, от взаимодействия с антимиром. Мгм. Очистил? Оно так, М. так интересно все выглядит, да, дай бы понять бы, что это такое, как оно происходит. Она М. вложила в этого двойника как будто бы часть, искорку такую. И он, вот как была пружинка такая, как от часов, да, Да. такая ржавая. А когда она вложила такую искринку, оно так и звучит, искринка.
дубликат себя, да? Мы так и говорим, что в свое творение мы вкладываем душу. Нужно ж слушать, что говорим. Мы правду говорим. И там как завелся такой механизм в этом эфирном двойнике. Я передаю, чтобы она этого эфирного двойника очистила. Мгм. Мне идет от сапфиров влияние. Сапфиры опять какие-то. Мгм. Я вижу, что есть блики в ее пространстве, блики сапфиров. Мгм. Отражение. Да, то есть только такие, как блики, лучики. Кто-то ее ослеплял там такими голубыми вспышками в секторе магии. Кто это там в секторе магии приказывает проявить согласно физической ДНК? Вижу такая, как шапка колдовская. И такой человечек небольшого роста. Сидит и пишет книгу. Считывается, пересказывает былины. Мгм. Приказываем назваться, кто он такой. Капуцин. Мгм. Слуга капуцинов. Так, это его, эти блики сапфировые. Да, да. Мгм. Он ознаменует, ну, сейчас ознаменовает Мгм. ам, чего-то Мгм. ознаменует. Сейчас, в данный момент. А, в- Так, приказываем отвечать, что он делает в пространстве Маргариты. Он говорит, что он ее уличает, говорит, что она должна гореть в аду вместе с ним и погибнуть с ним заодно, потому что она такая же развратная, как и он, сапфир. Мгм. Так, ну это его мнение. Он находится в секторе Интересно, магии. кто это и что он пишет за книгу. Сейчас я Приказываем посмотрю, показать. когда Мгм. Маргарита впервые к нему Мгм. присоединилась. Это считывается дух магии. Дух магии, эзотерический пафос. Так, Мгм. и присоединилась Маргарита к этому духу магии в младенчестве. Я вижу, как будто бы такая как подвесная, что ли, люлечка, Люлька. где Мгм. ребеночек вот так как-то колышется, маленький, а этот дух стоит и смотрит. И взял от себя этот дух, отсоединил такие звездочки, а он как кусочек неба, знаешь, со звездами. Мгм. Этот дух. Это энергия. И к Маргарите вот так приколол. Она маленькая-маленькая, ручками, ножками, ну вот как ребеночек так угукает там. Видите? И она говорит, сапфир, а он ее вовлекает такими пучки энергии, голубой энергии. А она говорит, смотрит и увлекается за этим. А из него такие блики выходят. Почему Мгм. именно сапфир?
Посмотри, Виктория, почему именно сапфир? Насчитывается, я вижу такого демона в секторе магии. Это Люцифер. И у него сапфир на короне. У него такая корона, как будто бы на голове. И главный камень, большой голубой сапфир. И он корона вот так треуголочкой ходит на лоб. Мгм. И там, где третий глаз, вот этот считывается глаз Люцифера. Вот этот сапфир, это глаз Люцифера. Посмотри, этот кристалл, этот сапфир, чей он, что за эфирная ДНК, из чего он состоит? У этого Люцифера Мгм. Да, вот этот сам сапфир. Что это за... считывается проникающая энергия и заманивающая. Мгм. Это как вот этот третий глаз, только не у человека, а у этого Люцифера. Это контакт. Мгм. Это механизм контакта с человеческой душой. И я вижу, как этот демон как бы увлекает маленькую, так и звучит, малышку. Ее внимание уходит, вот эти блики. Она смотрит, а эти блики так возникают, так шух, Мгм. и уходит. А ее взгляд вот идет, она смотрит за этим бликом, куда он уходит. И по ментальной карте оно уводит ее внимание. Знаешь, это выглядит так, как будто бы на это свечение, знаешь, как мы жарим курочку, например, и в крошечки хлебные помакали. Мгм. И вот это точно так же. Прилипли ее энергия внимания, прилипла к этой энергии и Мгм. утащила за собой. И у нее из глаз вот так потащились ниточки туда. Так. То есть это считывается детское заманивание. И Мгм. вот этот колдун сидит с этой книгой. Это считывается воздушное пространство, то есть это энергия. Мы же живем в коктейле энергий. Мгм. Так. Колдун, приказываем называться, кто он такой. Пусть Кто он проявится. проявился? Мгм. Он стоит такой черный и обнимает кого-то и говорит: я и мои дети. И он такой большой, такие люди маленькие стоят, и у них такие круги на головах. Мгм. Так вот, круги. Так, Приказывает сейчас ему колдуну назваться, как мы его знаем, кто он такой. какой-то Черномор звучит. Ну, морить. Мор– это Мгм. морить, да? Мгм. Какая-то тельняшка. То есть все какими-то кусками идет. Сейчас я... Приказывает этому колдуну убрать иллюзии, приказывает убрать зачитанность на этой магии колдовства, проявиться истинно, кто он такой. На физике отвечать его имя. Он не выдержал. И как закричит, затопает ножками. Это она показывает... вот глаза вижу, Мону. Оксана. Оксана, он на нее говорит, это она, и так ножками топает. И говорит, что его научили. Мгм. Так, обличаем этого Илью и приказываем ему отвечать Илье, что он делает в пространстве Маргариты. Его тут вообще не осталось. Он свою сущность естественную, натуральную или Мгм. божественную уже потерял. Ее вообще нету.
это считывается как склад иллюзий. То есть вообще сплошные иллюзии. Мгм. Он кричит: "Я ее доконаю". Злой. Я ему приказываю убирать все его воздействия и передаю Маргарите, что она уже много раз отказывалась от взаимодействий с Ильей, от его вызывания духов. И пусть он забирает за его ложь, за его всю эту магию, Мгм. всю карму. И вдруг лицо такое большое Маргариты вижу, и оно очищается. Мгм. И так хлобысь, и вот эта энергия ушла. Эти блики. Да, и она забрала эту книгу, Мгм. в которой он там писал. И знаешь, как будто бы обложка осталась в секторе магии, а внутри, внутренность эту светлую такую, она забрала. Мгм. И я смотрю, и она вот так вот, как будто бы перелистывает эту книгу и говорит: "Это ложь, это ложь". И оттуда выпадают такие черные космо какие-то, потом ярко-розовый какой-то энергетический объект, ярко-ярко-розовый, красивый, тянется в сектор магии. Мгм. Я вижу, считывается, плетет. Это Мона что-то плетет языком, какую-то небылицу, и я вижу, как она говорит, она создает иллюзию. Мгм. Вот. Пусть Маргарита приказывает этой Оксане забирать все иллюзии, все небылицы, эти. Я вижу, как из книги Маргариты, это розовая энергия, просто Моне в сердце вернулась. Искусственная, вообще, м, как Мгм. кристалл. Передаю Маргарите, чтобы Маргарита, и она вот так смотрит, как портал закрывает, чтобы закрыла все порталы в ее личное пространство, отказалась от любого взаимодействия с любой магией, любым спиритизмом. Мгм. Вот. Так. Очищает эту книгу Она Маргарита. очистила эту книгу, и эта книга стала такая вот большая и лежит перед ней. Считывается книга жизни, Мгм. книга дней, жизни, дней. И Вот. Маргарита так смотрит, а такая энергия, как обложка черная, так раз и стекает с этой книги. И эта книга обрела такую целостность, стала как шар. И Маргарита берет, и вот так как этот шар в сектор первотворца. Считывается надежда на жизнь. Мгм. Ну, на жизнь без конца. Мгм. И Маргарита, и сразу такая энергия, знаешь, как будто бы проснулась и радуется так. Все как новенькое вдруг стало. И никаких этих дефектов нету. Она очень Мгм. радуется и говорит: "Я это смогла, у меня получилось". Это здорово. Я передаю Маргарите, чтобы она поднималась в самые высокие пространства духовные, воссоединялась с своими духовными личностями, своими высшими я и с Первотворцом. Я вижу, как считывается ее глубокая личность, подает ей руку, и она выходит с этого пространства в другое пространство.
и у нее вырастают крылья. Белые крылья. И эта сари вдруг с нее срывает, как ветром. И такой Мгм. белый свет. И она вся сияет. Ну вот. Хорошо. Разобрались. Мгм. Хорошо, Виктория. Очищаем пространство, все чужеродную аннигиляцию. Мгм. Спроси у Маргариты, все ли мы для нее сделали на этом сеансе. Да, она благодарит. Мгм. И мы ее благодарим. Если она хочет, может отправить информацию о ее освобождении, алгоритмы эти освобождения, ее опыт, там, в эгрегор этот МММ. Может, люди тоже пусть отсоединяются. Если она хочет, пусть она это сделает. Не, она туда ничего не посылает. Она вот так куда послала вот эту надежду, и она берет эту вот так рукой вокруг себя, и это все энергия, как свет, вот так распространяется вокруг нее. Мгм. Хорошо. Хорошо, Виктория. Мгм. Ну, тогда прощаемся с Маргаритой. Да. Отсоединяйся, Виктория, от всех и всего. Мгм. Проверь твое личное пространство, все ли в порядке. Да, все в порядке. Мгм. Наполняемся энергией любви, жизни, гармонии, света. Мгм. И я посчитаю от 1 до 3. Ты выйдешь в физическую реальность, где я с тобой разговариваю, будешь себя чувствовать великолепно.